После теракта в Крокус-Сити-Холл по России прокатились крупнейшие за последние лет 10 облавы на приезжих. Часть людей, задержанных силовиками, действительно находится в России незаконно. Но вполне очевидно, что цель рейдов вовсе не поддержание законности. Законность должна обеспечиваться постоянно и в нормальном режиме. Компанейщина же и демонстративно грубое обращение с людьми – это способ обрести поддержку в обществе, сыграв на эмоциях. Разыграть карту ксенофобии. Сегодня поговорим как раз об этом явлении. Ксенофобия, в принципе, совершенно естественное для человека чувство. Люди – существа социальные. Вся наша эволюция основывается на принципе создания групп и защиты интересов этих групп. Эволюция нам говорит: объединяйся со своими, находи с ними общие признаки, а чужие, те, у кого таких признаков нет, ничего хорошего тебе не дадут. У них могут быть болезни, от которых у тебя нет иммунитета. Они хотят тебя убить, забрать твою добычу, твои охотничьи угодья. Да и вообще, от хорошей жизни посторонние люди из своей пещеры не выходят, и к тебе они точно не с хорошими намерениями явились. Те, кто так не думал, кто реагировал на чужаков иначе, чем бей или беги, потомства не дали. Соответственно, ксенофобия зашита в наш мозг очень давно и надежно. Это эдакая предустановленная в нас функция. Сегодня мы, конечно, мыслим другими категориями. Но стратегия сторониться инаковости никуда не делась, просто трансформировалась. Выдумка и творческий подход, с которым человечество сегодня занимается созданием чужих и своих, поражает воображение. Всем плюс-минус понятное явление ксенофобии, которое делит людей по национальности или расе. Но на деле в сегодняшнем мире каждый человек на планете в каждый момент времени для нас свой и чужой одновременно. Например, у большинства из нас в школе были друзья, но за редким исключением друзья именно были в нашем классе. Довольно нечасто встречается ситуация, когда кто-то дружит с кем-то из параллели. Потому что, давайте признаем, если мы с вами сами учимся в А-классе, то бэшники – это люди с пёсьими головами. От цвет стен в кабинете до манеры общения и приколов – все у них какое-то не то. Но если с тем самым бэшником мы попадаем, например, в летний лагерь, он тут же перестает быть полудиким варваром, от которого следует отгородиться стеной. Он теперь чувак с моей школы. Он теперь вдруг свой. Или вот, в обычное время футболист сборной России и игрок московского «Спартака» для жителей провинции – заржавшийся московский миллионер, которого по-хорошему в шахту бы на перевоспитание отправить. Совсем не свой и социально чужой. Но когда эта самая сборная играет с испанцами, футболист тут же становится нашим парнем. В нулевые годы в российском телевизоре был забавный эффект. Украинские спортсмены, например, братья-боксеры Владимир и Виталий Кличко, были для комментаторов украинцами до тех пор, пока выступали против россиян. Но стоило им встретиться на ринге с западным боксером, как они тут же становились нашими. Среди футбольных фанатов по всему миру распространен и национализм, и расизм. Но только до тех пор, пока чернокожий футболист с непроизносимой для зрителей этой команды фамилией не забьет решающий гол. Тогда цвет формы с запасом компенсирует цвет кожи. И такие замены ярлыков могут происходить при самых непредсказуемых условиях. 11 сентября 2001 года нашими для россиян стали даже американцы. Ведь чужие в данном случае исламские террористы, напавшие на нашу цивилизацию. А когда чужим становится невидимый убийственный вирус, своими становится вообще все человечество как коллективная сущность. Безотносительно национальности и веры. Мы боремся с пандемией как вид. Короче говоря, ксенофобия не просто так предустановленная опция. Она позволяет нам объединяться и коллективно отвечать на угрозы. Но нюанс в том, что вместе с набором опций для выживания эволюция наделила человека еще и огромным мозгом с бесконечной возможностью к адаптации и саморазвитию. Человек совершенно не вынужден слепо идти за первобытными реакциями. Мы способны осознавать причины своих реакций и работать с ними. Мы способны понять, что для общего блага не нужно делить людей по религии, ориентации, цвету кожи и штанов. Общество должно быть комфортным для всех. Все, что у нас есть, вся экономика и все общественные блага создаются не нефтью, газом, территорией и климатом. Они создаются людьми. Задача общества – вовлекать в себя как можно большее количество разных людей и использовать их потенциал. Люди, что характерно, избегают тех мест и ситуаций, где они себя чувствуют униженно и где им изо всех сил намекают, что они второго сорта.
Граждане России с началом войны на себе ощутили, каково это. Когда вы стремитесь принести другой стране свои деньги, знания, опыт, сделать чужое общество лучше и богаче, а государственный аппарат другой страны вам говорит: извините, вы нам не нужны. Знать ничего не хотим о вашем финансовом и человеческом капитале. И вообще, вас не рассматриваем как человека. Вы для нас гражданин Российской Федерации. Ваш красный паспорт описывает вас полностью. Это не просто звучит жутко несправедливо, это еще и вызывает ответную реакцию. Никто не хочет жить там, где на него смотрят, как на организатора Мариуполя и Бучи. Никто не хочет постоянно оправдываться за то, чего не совершал. В результате больше всего бенефитов от массовой эмиграции из России получили не самые развитые, не самые благополучные в социальном и экономическом отношении страны, а те, кто отнесся к людям по-человечески. Те, кто просто принял уехавших, не задавая вопросов и не накладывая ответственность за цвет паспорта. Они получили и экономический рост, и культурное разнообразие. Конечно, нам больше нравится жить и общаться с теми, кто на нас похож. Причем, чем более похож по языку, возрасту, жизненному опыту, взглядам, тем нам комфортнее. Но правда в том, что гомогенные общества деградируют. Наглядный пример такой деградации – ближний круг Путина. Путин собрал идеальное комбо. 70-летние пенсионеры КГБ общаются только промеж собой. Они свои сразу по всем возможным параметрам. Родились в одно время и часто в одном городе, окончили одни и те же учебные заведения, всю жизнь провели в одной и той же конторе. Им даже не о чем друг с другом спорить. Дело не только в том, что Патрушев по долгу службы обязан быть во всем согласен с Путиным. Дело в том, что он с Путиным действительно согласен. Они одинаково смотрят на страну, на мир вокруг нее. У них не может быть дискуссий о НАТО, ведь оно враг ровно в той же степени, в которой небо синее. Не может быть вопроса об Украине, ведь для них обоих это не отдельная страна, а мятежная провинция. Все существование старцев из Совбеза сводится к тому, что они варятся в собственном соку. Их картина мира, их представления о добре и зле не подвергаются никакой критике. Это очень комфортное для них и совершенно ужасное для всех окружающих положение вещей. Мы видим, с какой скоростью деградирует представление этих людей о реальности и качестве принимаемых ими решений. Мы смеемся над Путиным, когда он свою внутреннюю фантазийную реальность выносит на свет Божий. Но полезно помнить, что если целое общество становится гомогенным, оно теряет стимулы и возможность развития. Оно себе очень нравится, ведь смотрит в каждого встречного как в зеркало. Но беда в том, что когда отражение станет уродливым, сказать об этом будет некому. Так и получается, что сознательный отказ от ксенофобии, оценка людей по их качествам, а не детерминированным признакам – это современный способ выживания и развития обществ. Да, было время, когда держаться за своих и встречать чужаков исключительно метким броском копья являлось фактором выживания. Но сегодня ситуация радикально иная. Сегодня те общества, которые привлекают в себя максимум совершенно разных людей, самые успешные. 13 взбунтовавшихся британских колоний превратились в Соединенные Штаты, самую могущественную страну на планете, ровно по этой причине. Они вбирали в себя самых инициативных и талантливых, самых рисковых и предприимчивых со всего мира. Как только где-то случалась катастрофа, США сразу получали огромную премию. Например, к ним эмигрировали ирландцы, которые не хотели помирать от картофельного голода и были готовы на риск переезда через океан. Или евреи, которые проявили инициативу и не стали дожидаться очередного погрома в Российской империи. Радовали ли эти волны беженцев со всего света тех, кто обитал в США уже не первое поколение? Конечно, не радовали. Они размывали рынок труда, несли с собой чужую культуру, непонятные привычки и традиции. А кто-то и вовсе перевез с собой этническую преступность, итальянские мафиозные кланы в Штаты не ветром занесло. Но спустя время оказалось, что все это неизбежные, но терпимые издержки. Люди, 2 века пересекавшие океан в поисках лучшей жизни, принесли с собой такой запас социального капитала, что все остальное на его фоне растворилось. Именно эти люди сделали Америку Америкой. Самая очевидная вещь. Если исламистские террористы убили много людей, то это не повод испытывать ненависть ко всем мусульманам, всем мигрантам и прицельным мигрантам из Таджикистана. Но вообще я здесь сегодня пытаюсь сказать, что не просто так люди научились преодолевать качества, которые помогали им выживать на позапрошлом историческом этапе. Не просто так перешли от отторжения и преследования к интеграции. Люди – главная ценность, и чем дальше, тем это более очевидно.
Страны, в которые люди едут, почему-то являются привлекательными. Почему-то выигрывают конкуренцию за главный ресурс, за людей. Российский же режим делает все возможное, чтобы показать прибывающим в страну людям, насколько им не рады. И при любой возможности на них отыгрывается. Но если в это дело включится еще и общество, если оно будет воспринимать людей коллективно и наделять их коллективной виной, если возьмется выискивать врагов еще и по этой линии, станет совсем кисло. Когда общество находится в состоянии острого стресса, призывы к взвешенности и умеренности оказываются непопулярны. Здесь нет никакого чисто российского проклятия, так устроены люди. Если же ксенофобией занимается сама государственная машина, если язык ненависти, этнический национализм, а то и откровенный нацизм стали стандартом для федеральных теле- и радиопрограмм, тогда проводниками нормы обязаны быть мы с вами. Нам нужно вставать на позиции, которые в моменте могут быть непопулярными. Но если власти разрушают норму и право, то защитить их должно общество. Это сложно. В 100 раз сложнее, чем сбросить с себя цивилизационные ограничения и отдаться пещерным инстинктам. Но оставаться человеком и распространять человечность вокруг себя необходимо. Так что если вы увидите где-то обсуждение того, что всех мигрантов необходимо бы к ногтю, выступите против этого. Если видите, что люди, приехавшие в Россию, сталкиваются с дискриминацией, несправедливым отношением, помогите им и поддержите их. Сделайте то, что можете для того, чтобы наша страна оставалась настолько нормальной в это сумасшедшее время, насколько возможно. Да, государство решило разыграть ксенофобную карту, чтобы восстановить свою репутацию после пропущенного теракта. И противостоять этому будет тяжело. Но даже небольшие действия в этом направлении могут сильно изменить ситуацию и помочь конкретным людям. Поэтому давайте их делать. До завтра.